Я еще в университете поняла, что французы раздолбали. Столько было собеседований. Я столько за свою жизнь никогда не проходила. Сервис во Франции, особенно в Париже, он умер. Они решили довольно быстро меня взять. Все готовились грести деньги. Угадайте, кто на мошенников попался. Всем привет! Это новый выпуск нашего проекта «Новейшая волна», и сегодня мы берем интервью у Арины, человека, который переехал за границу, а точнее во Францию по магистратуре, и при этом нашел работу, как ты сама себя называешь, ты амбассадор альтернанса, мы про это поговорим попозже. Также Арина нашла здесь перманентный контракт, постоянный контракт. Выстрадала его. И мы про это тоже поговорим, мне кажется, это будет интересно. Расскажи, пожалуйста, вообще, как происходил твой переезд, как ты приняла это решение, что было главным фактором? История, на самом деле, не очень интересная, я думаю, для тех, кто учился в лингвистическом университете. Довольно стандартная история. Отучилась в лингвистическом университете на переводческом факультете, французский язык, бакалавриат закончила, потом зачем-то закончила магистратуру, и как раз это был 2020 год, я осуществила свою первую стажировку во Францию, чтобы попрактиковать язык. Это был отель, маленький отель в Альпах, и потом я срочно уезжаю, ковид, все дела, и я подумала, почему бы не продолжить эту историю. Искала варианты разные, чтобы попутешествовать, покататься, стажировки, волонтерство. Все тогда было немножко закрыто, начиналось уже закрываться в тот момент. И потом я увидела вот как раз блог у Ксюши, который нас всех вместе и свел. Да, спасибо ей. И подумала, действительно, почему бы не поступить? Это действительно самый простой способ попробовать пожить в другой стране. О миграции тогда у меня речь не стояла. Я не думала, что я приеду прям вот насовсем. Я до сих пор так не думаю даже. Вот, если что, жизнь, она непредсказуема. И я решаю поступать и продолжать лингвистическую стезю. Это уже, вот так вот. Поэтому я выбираю отельный бизнес. И поступаю в Сабль-d'Олонне, маленький город, маленький университет, филиал большого города, на туризм, развитие прибрежных зон. Никак вообще не связано ни с моим паркуром, ни с моим проектом жизненным, но вот приняли только туда. Меня больше никуда не принимали. Видимо, решили, что хватит с тебя образования, все остальные. А ты говорила о том, что у тебя есть уже магистратура в России? Да, у меня есть магистратура переводческом, но работать по профессии мне не хотелось. Я имею в виду, ты отправляла в заявки им уже, что у тебя есть магистратура? Да. Ага, Но это скрыть не получится никак, иначе как объяснить, что я 2 года, где я была 2 года? Естественно, я училась. Правда, это была заочка. То есть можно, конечно, и работать, и учиться, но я на тот момент уже занималась поступлением, эти документами, какие-то стажировки себе нарабатывала, дополнительные какие-то курсы на Курсере. То есть все мы там знаем, что мы все это проходим, набираем себе СВ, набираем себе мотивационное письмо, занимаемся этими всеми бумажками. И это it takes time, как говорится. Да, понимаю. И вот ты отправляешь заявки через Campus France, и тебе приходит приглашение в этот университет, который находится около Нантера, правильно? Нет, это Сабль-d'Олонне. Мы помним Нант. Нантер это около Парижа, Нант. Так, хорошо. Потом у нас Ля-Руш-Сюрьон, и потом у нас Сабль-d'Олонне на Атлантике. Это курортный город вообще. Курортный город, он не славится своими университетами. Это не Тулуза, который известна своей студенческой жизнью. Сабль-d'Олонне, он такой маленький, курортный, ничего там, никакой жизни, кроме летней, там не было, в общем-то. И там один инициативный мужичок, серфер, решил открыть программу магистратуры
связался там со своими коллегами в университете Анже, сказал, я вот хочу здесь открыть программу, которая вот будет нацелена именно на развитие прибрежных зон, что вот именно вот курортные такие городки, вот их вытаскивать из вот этой сезонности. То есть в чем проблема-то? Они летом хорошо зарабатывают, а зимой-то делать нечего. Зимой-то там только старички гуляют. И ничего там нет, и жизни нет. И он такой, ну это и вроде бы как и оживит город, с одной стороны, он станет немножко более туристическим. Это и деньги дополнительные принесет. Потому что там рынок аренды, допустим, строится на том, что летом сдают, очень дорого сдают туристам, а зимой все это жилье простаивает. И вот он так говорит, ну вот студентиков завезем, небольшую порцию, да, конечно, всего одна там магистратура, что она там много прям погоды сделает, завезем студентиков, они там будут вот вне сезон как раз снимать жилье, будут, значит, участвовать и в жизни города, и ассоциации, он там еще программу всякую интересную написал, что они там в ассоциациях должны участвовать, создать свою ассоциацию какую-нибудь. Амбициозно, в общем. Да, он вот прям такой мужик, неплохой вот. Идея глобально хорошая. И причем при наступлении, он так придумал, при наступлении вот сезона мы должны уезжать на стажировку. Вот так программа написана. Мы уезжаем на стажировку. Вот. Чтобы не работать там? Чтобы мы, грубо говоря, у нас не было проблем с жильем, чтобы мы не занимали вот это жилье, которое предназначено для туристов. Все, замена. Это умно, это замена. стратегия. Это прям хитро. Ну и плюс, чтобы все-таки программа на магистратуре была более практически направленная, чего там сидеть в этих кабинетах. Мы и так уже там полгода сидели на попе ровно, надо уже практиковать идти. И как твои первые впечатления? Ты переезжаешь в этот городок, и твой первый семестр во Франции, как это было? Ну, он был... Вообще я не ждала легкой жизни. Никто не ждет легкой жизни, когда переезжает за границу. Но то, с чем я столкнулась, наверное, это было немножко не то, чего я ожидала. В каком году это было? 2022 год, вот как раз. Если что, мой переезд, он не был связан с тем, что у нас происходит в стране. То есть я это планировала далеко до событий больших, глобальных, которые перевернули весь мир. И так просто получилось, что вот я переехала, когда все переезжали. Вот. Ну, да, получилось как получилось. Я переехала, я думала, что будет действительно вот эта студенческая жизнь, окунет. Все мы смотрим вот этот Инстаграм, все мы смотрим вот этот вот, все блоги эти пошли по поступлению, по всему, и там у вас там будет столовка за 1 евро, у вас там будет всякие спорт бесплатный, ассоциации, можете участвовать там студенческая жизнь. Нет там ничего, там не было ничего. Из этого там всего там было только море, из развлечений только море. Что очень, полезно. Зимой особенно. Да, витамин D, солнце, витамин D, витамин йод. Пожалуйста, вот серферам благое дело. Вот они катаются, они после уроков, перед уроками просто вот катаются, приходят с волосами там мокрыми. У меня полгруппы таких было. У тебя были серферы, да? У меня полгруппы таких было, и это было вполне нормально. Там из таких же, как я, вот только такие же иностранцы были. Вот девочка из Того, мы с ней очень подружились. Там, по-моему, девочка из Алжира тоже. Вот мы все втроем такие, боже, они -5, а вы тут, не минус, там сколько, зеро там был. Да. Они пошли кататься на этих своих серфах. Мы не понимали, но принимали. Так более того, и преподаватели такие же. Преподаватели такие же. Но, конечно, я себя чувствую немножко покинута. Друзей у меня там в той стране не было. То есть у меня была подруга в ближайшей цивилизации в Ля-Рош-Сюрьоне как раз. Кататься к ней тоже каждую неделю. Это ее напрягать, себя напрягать. Она мне помогла поначалу. То есть она меня с аэропорта встретила. Помогла мне закупиться всем, там я пожила у нее немножечко, она по мне позаботилась, а потом, беги, птенец, все-таки. Я помню, как вот они меня перевезли с машин, совсем с крапом, потому что я приехала, заселилась в резиденцию, там не было ничего, поэтому много пришлось докупать. А подруга живет давно?
Подруга уже давно живет во Франции. Она давно живет. Мгм. Она с 19-го года живет. Тоже там у нее история интересная. Она там 3 года работала в рабских условиях в семье с 3 детьми. Пока не отделилась, пока не пошла сепарацию. Вот. И она меня, помню, она меня оставляет, все, они мне там помогли обустроиться. И вот я осталась, я прям помню, я абсолютно одна, вот все, одна. Никого рядом нету, ничего. То есть все, теперь вся твоя жизнь, она полностью проходит в одиночку. Ты все учишься делать сам. Ты практически жить начинаешь, учишься жить заново, начинаешь заново ходить в магазин, учишься ходить в магазин, пользоваться общественным транспортом, на велосипед покупать. Я помню, велосипед купила с рук. Все, просто вот всем пользоваться начинаешь с нуля, как будто вот ты вот ребенок, тебе там 3 года, и ты только у тебя нет вот родителей под боком, которые тебе помогают, у тебя нет вот этого окружения, которое тебя опекает и которое тебя готовит к этому. Очень Вот. знакомо. Я Да. примерно так же ощущала, когда приезжала. Вот, то есть мы выкинуты практически. Какой-то культурный шок произошел в первое время? Наверное, не В могу чём сказать, ты что прям вот удивилась? культурный шок какой-то был, потому что все равно я и стажировки до этого делала, и у меня и какая-то и поездка в Бельгию была, какой-то бэкграунд был все равно, и плюс из того, что я училась все равно там на переводческом, и вот эту культуру нам давали. Я еще в университете поняла, что французы раздолбаи. Что у них, что от них, вот это все программности не жди. Она... Да, и чем... И ты подтвердилась, правильно понимаю? В университете чем? Да у нас расписание никогда не было вовремя. А тут, в общем-то, тоже. Для того, чтобы податься в университеты, нужно написать big idea, такую стратегию, как будто бы, чего ты вообще хотела. Вот что ты написала у себя в мотивационном? Какая твоя big idea была? И если конкретно мы говорим про big idea, которую я написала именно для того института, который меня принял, то я писала, что в России тоже есть прибрежные зоны, их надо развивать. И вообще в целом, что вот сервис во Франции, он настолько шикарный, и я хочу это привезти в Россию, хотя все мы понимаем, что во Францию мы приезжаем явно не за сервисом. Во Францию за сервисом ехать не надо, он здесь умер. Он здесь зародился, он здесь и умер. Просто делайте гифку. Это так, это все знают. Это на рилсы, это на рилсы. Все-таки, как тебе было образование во Франции? То есть, если сравнивать с твоим первым образованием в лингвистическом университете и здесь, тут было больше практики или как вообще это можно сравнить? Учитывая, что здесь хотя бы есть стажировки обязательные, то, конечно, это более практически направленные. Но я не хочу восхвалять здесь французское образование, говорить, господи, оно такое шикарное, оно открывает просто все двери. Нет, оно не открывает все двери. И уже, наверное, на этапе обучения я поняла, что мое обучение — это просто вот ступенька для переезда. То есть это не что-то, что вот даст мне огромные знания, огромную практику. Да, я какую-то базу получила. И то ее можно было, наверное, получить и другими способами. Что-то уникального, я думаю, я не нашла в обучении для себя. Именно вот даже первый год, второй, наверное, больше. Первый год, наверное, он скорее открыл для меня какие-то разные стороны вот французского образования. То есть здесь больше посвящается часов для экологии. В любом случае, неважно, какую программу ты пойдешь, здесь будут пары, посвященные экологии. Евросоюз все-таки, да, то есть вот чего у нас в России не было, здесь обязательно у вас будет какие-нибудь задания, разработайте что-нибудь, какие меры, чтобы сделать ваш отель, если мы говорим про отели, более экологичным, если вы там туристическое агентство, какой-то экотуризм обязательно будет в теме, тем более, что он действительно сейчас набирает обороты. Вот какую-то такую сторону, наверное. То есть вас учили, как открыть свой отель? Или вообще в чем была цель программы? Кого они готовят? Если мы говорим про первую еще пока, то там скорее туризм как общая наука. Вот что такое туризм, что такое туристы. На первый курс тем более. Тем более. Магистратура на самом деле чем хорошо, тем, что вот я как человек неподготовленный, без бакалавриата в туризме, я все понимала. Мне эта программа была полезна.
Они начинали с нуля и внедряли нас. То есть вот этим хорошо. Чем плохо? Тем, кто уже на туризме учился, но они это все слышат в сотый раз, и давайте еще раз подумаем, кто такой турист. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Новейшая волна», ставьте лайки под этим и под другими видео, оставляйте комментарии, а также подписывайтесь на инстаграм «Новейшей волны». Будем вам очень благодарны, это очень помогает развитию нашего проекта. Арина, мы сейчас находимся в Ля Défense, деловой центр Парижа. Тут хотелось бы поговорить о твоем профессиональном пути. Ты училась в России на лингвиста, переводчик с русского на французский язык, но потом решила переориентироваться на отельное дело. Как так получилось? Как ты пришла к такому выбору? Вообще изначально я искала какую-то сферу, которая будет включать в себя больше коммуникаций, больше работы в команде, больше общения с людьми. Не секрет, что переводчики, если мы говорим о письменном переводе, они довольно одинокие существа, а если мы говорим о устном, переводе, то мне не хватало даже, наверное, какой-то стрессоустойчивости. И поскольку у меня был уже опыт в ивенте до этого, потом у меня был опыт в отельном бизнесе. Вот как-то линия для меня была довольно четко выстроена, что так и продолжаем отели. Тем более отели есть везде, в любом уголке мира. Они не вымирают. И даже если есть технологии, которые грозятся заменить ресепшониниста, они никогда не заменят. Когда ты принимала это решение, как ты себе представляла свою будущую профессию? Ну, откровенно. Никак не представляла, вообще никак. Вот я просто в какой-то момент мне стало сложно видеть свое будущее. Я просто вот шла по какой-то дороге, и вот, куда вырулит, туда и вырулит. Был момент, когда я думала, я действительно хочу заниматься какими-то коммуникациями в отеле, маркетингом, возможно, было у меня такое, продажами, то есть общение с гостями, но не профессия ресепшониста. Вот. Но вышло так, что я работаю ресепшонистом. И как ты вот нашла первую свою стажировку? Я так понимаю, в Альпах она была, да? В Альпах. Вот расскажи вот процесс, как в деталях это происходило. Это было абсолютно просто. На тот момент было множество различных агентств, которые обещали стажировки. У них был договор с отелями, не только с отелями. И там набирали туда стажеров, и они работали там как полноценные сотрудники, только платить им нужно меньше. То есть это выгодно для французской стороны, это выгодно для агентства, потому что ты платишь им комиссию за поиск, это выгодно для студента, потому что он практикует язык. С финансовой точки зрения, конечно, для нас это невыгодно. Давай в деталях. Да. Я так понимаю, что в основном эти стажировки, они оплачиваются, но там речь идет о 600-800 евро в месяц, что-то в этом роде. Там скорее 600. Там треть от СМИКа. То есть это получается на данный момент это 600-700 где-то вот, в месяц. Это помогает покрывать проживание и питание. Если вам работодатель предоставляет жилье, то вы в плюсе. Но билеты до Франции, вы все это оплачиваете самостоятельно. Если какие-то путешествия, хотелки, тоже, соответственно, вы оплачиваете. Но мне на тот момент казалось, что это прям вау-вау. Но страховка, я так понимаю, все равно работодателем обеспечивается. Да? Потому что, когда речь идет о такой полноценной работе, там именно работодатель, а вот на стажировках иначе. На стажировках нет ДМС, речь идет об обычной краткосрочной страховке, обычно туристической. Да. То есть которая еще в стране пребывания которая еще в оформляется. стране пребывания. Отправки, точнее, да. А затем ты нашла еще одну стажировку на острове. Уже здесь. Это был уже, получается, 23-й год. Я уже училась во Франции, и мне для лидирования года нужна была стажировка не обязательно в отеле. Нам пути были открыты и в туристические агентства, и даже ассоциации можно было какие-то. Главное, чтобы это какую-то оплату приносило. Единственное условие было, чтобы это хоть как-то было связано с морем, потому что все-таки программа развития прибрежных зон.
И чтобы это была работа не на ресепшене. Ну, точнее, не только на ресепшене хотя бы. То есть 90% времени какого-то по стажировке мы должны были проводить в других обязанностях. Ну, вот так и получилось, что я по знакомству нашла отель, маленький отель на острове, который согласился меня взять в качестве стажера по коммуникациям. Изначально я должна была развивать им какую-то сферу МАЙС, это бизнес-клиентура, развивать соцсети, но По факту вышло... вышло другое, по факту вышло абсолютно другое. Но в таких маленьких отелях, нужно понимать, невозможно делать только одну задачу. Это небольшая корпорация, где вот есть человек, который будет передвигать, не знаю, ставить штампики на бумажках. Нет такого. В таких маленьких отелях, а это был отель из 20 комнат в спа, то есть спасалось, что есть спа, 20 комнат всего. Ты будешь в таком отеле делать просто абсолютно все. Так и получилось, что я изначально делала... Я сначала работала в спа, меня поставили в спа. То есть я училась работать с планингом, брать бронирование, управлять временем вот этих несчастных... Я не знаю, как назвать массажистка, мне кажется, очень некрасивое слово. Спа-специалист. Спа-работников, спа. Вот, чистить, мыть это спа, принимать гостей, отвечать на телефонные звонки, продавать. Я сначала училась всему этому, потом попутно я, конечно, включалась в свою работу по стажировке, потому что мне просто необходимо было их выполнять для валидации. То есть я вела соцсети, было 2 аккаунта Инстаграма, это спа и отели. Я вела оба. Фейсбук немножко худо-бедно. Я пыталась LinkedIn, но LinkedIn у меня уже просто не хватало времени, потому что это... Вот эта работа, она воспринималась работодателем как что-то дополнительное. А что касается Франции как страны, в которой развит отельный бизнес, у тебя был опыт работы в этой сфере в России. Да. Расскажи, чем принципиально отличается или, может, сходство между Россией и Францией в этом? Ну, сервис, он, конечно, везде сервис, то есть база, она везде одна, но российский сервис, он действительно лучше. Вот хоть мы можем там шутить. Даже не московский. Про Москву ничего не могу сказать, мне кажется, Москва это все-таки уровень. Ну вот даже повыше. если сравнивать не Да. Москву с... Да, даже если сравнивать не Москву, а вот просто обычный российский город, миллионник, метрополь, все равно будет лучше, чем в Париже, если мы говорим А про в чем Париж. это как бы выделяется? Здесь гость никогда не будет богом, королем. Просто потому что я здесь работаю, значит, я знаю, как лучше. Вот. И здесь гость это скорее ты снизаходишь до гостя, чтобы заселить его к себе в отель, а не он снизаходит до тебя, чтобы к тебе прийти и пожить у тебя в отеле. Вот такая вот здесь какая-то философия. Она может быть даже неплохая. Она может неплохая, потому что если мы посмотрим на work-life balance, вот этот, к которому все стремимся, он здесь больше развит. Здесь работника не могут осудить за то, что он не живет вот этим прям делом, что он там хочет брать выходные, что он отпуска берет, когда вот компании там огромные заселения ожидаются, огромная работа ожидается. Здесь за это осуждать не будут. Но потом гость, это сказывается на потребителе. Да, вот гость, он здесь не чувствует, в общем-то, себя гостем. Сервиса здесь нет. Плюс за то, что хорошо, кстати, здесь, если мы говорим про Париж, обязательно все будут говорить на английском языке. Здесь просто это вот прям must. Если ты не говоришь на английском, тебе просто потом будут прилетать отзывы, почему персонал не говорит на английском, и этого работника там потом Но это касается Парижа. Это уже. касается Парижа конкретно, да. В регионах такого нет. Там то же самое, что, наверное, у нас. Английский никому не нужен, на французском говоришь, и, в общем-то, этого хватает. Ты, я так понимаю, во время стажировки поняла, что ты хочешь перевестись в другой университет. Да.
тоже французский, Да. и тоже связанный с отельным Сменить бизнесом. программу, да. И потом это у тебя как-то все завертелось с альтернансом. Вот расскажи немного вот эту историю, и хотел бы узнать, в чем суть альтернанса. Я, наверное, начну с того, Да. в чем суть альтернанса. Суть альтернанса, если просто, в том, что ты находишь себе предприятие, находишь себе программу, и в программе выделены часы, дни чисто на работу. И по факту ты чередуешь работу и учебу. Ты вот можно, наверное, сравнить с целевым направлением. Только в целевом ты работаешь потом, а Да. тут ты все вместе делаешь. А как тогда успевать? Если, Вот альтернанс это же полная рабочая неделя, а когда учиться? учиться, вот смотри, Или это как допустим, заочка, условно? Нет. Как у меня, например, было месяц. Мы представляем себе месяц. Одну неделю в месяце у нас была учеба. Да. Мы на нее уезжали в город, где у нас происходила учеба. Все остальные недели мы чисто работаем. Есть разные режимы. Бывает так, что несколько дней в неделю ты учишься, ты ездишь в университет, несколько дней ты работаешь. Разные абсолютно режимы бывают. Бывает так, что даже полгода ты учишься, а потом полгода ты чисто работаешь. У моей подруги так было. И тебе тоже платят? Тебе все это время платят зарплату. Зарплата тебе прилетает от твоего предприятия, но они получают часть от государства. То есть ты, получается, они как посредник, получается, по факту. Им выгодно, потому что они получают почти что полноценного работника, но половину зарплаты прилетает от государства на него. И я еще одну вещь Да. хочу сказать. Предприятию это еще выгодно, потому что у него потом льготный налоговый Льготы, режим. да, у них там столько всего, просто деньги, тачки, все им там повышается, соответственно, вот этот уровень доверия тоже к предприятию. Считается, что это очень хорошо, что они принимают к себе на обучение стажеров, альтернантников. То есть только плюсы для них. Но принципиальная разница между альтернанс и классической стажировкой заключается в том, Зарплате. что после... В зарплате. В альтернансе больше. В альтернансе там система сложнее. У меня было 100% СМИКа, потому что я уже старше 26 лет. Я старая, ребята. Я старая. А вообще там зависит от возраста. Там, если ты до 20 лет, у тебя столько процентов от СМИКа тебе платят. И ты никак не можешь повлиять. Если тебе от 20 там, до скольки-то, там, до 25, по-моему, 26, у тебя... тут, Там, по-моему, 75% от СМИКа. У меня все было хорошо, я уже была на тот момент, мне было 26. СМИК это, если что, минимальная... СМИК минимальная, МРОТ. Но здесь МРОТ это не в наш МРОТ, здесь Типа, МРОТ тут это это хорошо. 1300 евро после налогов. Кстати, на альтернансе ты не платишь налог подоходный. Ты не платишь подоходный налог. У меня зарплаты такой хорошей не было никогда еще, как на альтернансе. Я сейчас перешла на СДИ, у меня зарплата меньше, чем когда я работала на альтернансе. Ну и еще преимущество в том, что ты с дипломом потом выходишь. Да, ты выходишь с дипломом, то есть ты работаешь, ты получаешь при этом образование эквивалентное опыту, и на выходе в идеале предполагается, что ты прям идеальный сотрудник с образованием и с опытом, и ты растешь как на дрожжах. Да, по факту, конечно же, это не так, мы все знаем, что на практике это немножко медленнее все происходит, но вообще сама как идея альтернанса мне очень нравится, и жаль, что в нашей стране такого нет. Как ты искала альтернанс? Там тоже какая-то трудно. история. Потом и бровью. Меня принимают на программу в другой университет, я начинаю поиск работы. Если что, университет практически никак не содействует в этом деле. Они должны, но они этого не делают. Работу мы ищем себе сами. Я хотела работать в отеле, поэтому все просто. Берешь отель, отправляешь везде свое резюме. У меня столько было вот этих интервью, столько было собеседований. Я столько за свою жизнь никогда не проходила. И дистанционно, и в жизни. Я ездила сама лично. И, казалось бы, даже проходилось все хорошо, у меня все еще были отказы.
просто летели отказы. Причин не знаем и никогда не узнаем, то есть кто-то предположил там, из моих преподавателей, что это действительно может быть, причина может быть в моем гражданстве, но не будем думать плохо, просто по каким-то причинам отказывали. У меня было только одно предложение из Парижа. Но я его это было первое предложение из Парижа, я его отклонила. Мы так решили, что не будем ехать в Париж. Мы так решили с моей советницей по учебе, преподавательницей моей главной, которая отвечает за учебную программу. Она посоветовала мне отказаться от Парижа, сказала, мы найдем лучше не ехать в Париж. В Париже эксплуатируют, тем более ты иностранка, тебе будет тяжело. Мне, конечно, было тяжело, но ладно. И я ей поверила и отказалась тогда от Парижа. Я понадеялась, что мы найдем другие варианты. В итоге других вариантов не было, время поджимало, и в каком-то абсолютно диком угаре я подавала просто во все отели Accor, сети Accor. Сеть Accor, она достаточно большая, французская сеть. И на следующий день меня приглашают на интервью вот в отель Новотель, который находится как раз на Эспланаде ля Défense. Я к нему не готовлюсь совершенно. Я просто посмотрела немного сайт. Я увидела, что отель мне не нравится вообще, от слова совсем. Мне не нравится ни отель, ни где он находится. Ничего мне не нравится, сайт мне не нравится, ничего мне не нравится. Я как-то не готовлюсь, я особо на него не надеюсь. Собеседование прошло вот просто 15 минут. 15 минут для собеседования просто. Я даже вопросов никаких не задавала. Он меня спрашивает, может, у тебя какие-то вопросы есть? Я говорю, да нет, ничего нет. То есть вот настолько вот у меня было настроение, ну вот примите, не примите, ну и пусть с вами. Не хотелось вообще. Он меня еще, помню, спрашивает, главный вот вопрос, который, в общем-то, решил все. А кем вы хотите быть? Кем вы видите себя там в будущем? А я такая с дуру, шефом ресепшена хочу. Потом думаю, боже, дура. Место. Да, боже, дура, зачем ты говоришь, что там он подумает, что ты его заменить хочешь? А он, главное, потом говорит, вот именно вот это мне и понравилось. Ты знаешь, чего хочешь, вот амбиции через край хлещут. И вот видимо, это как-то и сыграло, хотя не хотелось туда. Но это было единственное приглашение, поэтому я подождала отказа от других отелей и приняла здесь. Причем они решили довольно быстро меня взять, шеф этот, спасибо ему за это. Да. Как-то, судьба, видимо, так привела меня к этому отелю. Судьба, вот больше никак не объяснишь, так и получилось. У всех, кто приезжает из-за рубежа или даже во Франции приезжает в Париж, у них всегда очень интересная история с поиском жилья. С поиском жилья, блин, это... Вот, расскажи свою. Ну как? Угадайте, кто на мошенников попался. Даже так. Каким образом? В Париже очень много мошенников. Здесь целая индустрия того, как заставить ближнего своего отправить тебе деньги, как облапошить ближнего своего. И я к этому была просто, оказывается, не готова. Учитывая, что я у себя в родной стране никогда не занималась даже поиском жилья, мне никогда это не было нужно. Всегда жила там в своем угле, никогда не думала там переезжать. Вот, здрасте, я оказываюсь в Париже. И я в теории знала, что много мошенников, но какие вот именно способы они используют для того, чтобы вытянуть из тебя деньги, а из меня даже вытягивать не пришлось. Сама. Дайте мне жилье, пожалуйста. Из меня даже вытягивать ничего не пришлось. И я сейчас вот понимаю, что столько звонков было, столько редфлэгов, что просто вот один большой. Я тогда, я понимала, что все, у меня есть оффер на работу здесь, в Париже, есть учеба, все, мне осталось жилье найти. Это был где-то август. Мне в сентябре приезжать. Я срочно ищу. Ищу я, естественно, как и по знакомым тоже, каким-то знакомым искала. У меня есть знакомые какие-то тут, как спрашиваю, как они искали.
Кто-то на Бонкване искал. Ребята, не ищите на Бонкване жилье. Не надо, пожалуйста, не надо там искать. На других сайтах, на сайтах вот этих агентств, как только я не искала. Даже, по-моему, какой-то еще сайт есть, но я его забыла. Вот как Le Bon Coin, но другой. И Солюжи, ты просто... наверное. Солюжи, вот. Вот, по-моему, через Солюжи я и нашла. Тоже вот, ребята, осторожней. А сейчас я понимаю, что, наверное, надо было лучше переплатить и обратиться в агентство. Но просто в агентство тоже тяжело. Я же была на дистанции, на острове. Мне очень трудно приехать сюда, оформить какой-то договор, посмотреть квартиру. Мне надо было все делать дистанционно, чтобы не кататься каждые выходные туда-сюда. Поэтому я, естественно, обращалась к сайтам вот таким, на Бонкване, на Солюже, и ты просто обращаешься, видишь какие-то объявления. Вот я увидела такую какую-то квартиру, причем даже в Париже, я сейчас понимаю, за такую цену в Париже, ну, Арин, ты дура. Какая там цена была? 700 евро? 750 евро, да. 750 евро, это было, причем вот недалеко, это было где-то в районе Триумфальной арки. Мы понимаем, да? Мы понимаем, что это уже звоночек, Вообще, 750 евро — это такая цена, где, ну, ты можешь найти квартиру, но туда метро не доходит. Да, это уже не Париж. Либо это будет каморка с метр на метр, ты Да, будешь да, спать да. в холодильнике, в кладовке. Вот. А там была причем абсолютно такая приличная квартира, какие-то приличные фотографии, причем не похожи на агентские, то есть что-то вроде даже реальное. Адрес, все написано, я связалась с владельцем, какая-то была переписка, естественно, он мне там написал: я долго выбирал, но выбрал именно вас. Я ему там все документы свои прислала, у меня была куча документов, мое досье гаранта, у меня тогда выступал парень моей подруги, спасибо ему за это. Куча документов просто, я все отправляла. И плюс стоит все-таки скидку сделать, что я был вот в таком вот была раше, что я, ну, любое просто хватало, вот согласились мне договор подписать, вот я прям настолько довольна. Потом, значит, человек мне подписывает договор, мне присылает договор даже, подписанный договор, а он мне присылает даже вот карту, ID-карт. Карта d'identité, да. Вот эту карту. И, казалось бы, ну, вот, пожалуйста, документ, вот есть договор, и он меня просит перевести, в общем-то, залог. Я перевожу ему залог, потом я перевожу оплату там за первый месяц, все, то есть все подписано, я спокойна. Вскрылось, что это мошенничество где-то за пару дней до переезда. Где-то за 3 Он дня, испарился? наверное. Там было дело в том, что он стал как-то странно, он все время писал и старался больше денег из меня вытянуть. То есть, так, вот сейчас вот надо еще на страховку прислать. И я уже начала понимать, что что-то странное происходит. То есть я уже отправила на тот момент деньги на залог и на первый месяц. С какого такого он меня просит еще за страховку. Страховку я могу и свою оформить, любую сама, какую хочу. Я, соответственно, пишу, я сама оформлю страховку, какую мне нужно, у меня уже есть. Страховка именно Страховка на жилье. То есть, на жилье. Да, здесь обязательно, в любом случае, когда ты снимаешь жилье, здесь обязательно нужна страховка. И он мне пишет: нет, там надо какую-то особенную, нет, переведите мне деньги. И тут уже я понимаю, что что-то странно. Я прошу парня, подруги, позвонить и поговорить. Он звонит, причем понимает, что там явно не француз сидит на том проводе. Да, тут мы понимаем уже, что что-то странное Итальянец, происходит. наверное. Или там Да, испанец, Итальянец. англичанин. Мы не будем указывать пальцем, какие там народы сидят, но там, то есть на карте идентите был чистый француз. А по телефону тебе отвечает, ну, явно не Франсуа Люжон. Это было... Вот сейчас мне смешно, конечно, хотя на тот момент у меня, представляю, какой у меня шок был, какой у меня был обида, сколько обиды было, сколько страха. Мне через 3 дня переезжать. Причем, я помню, я с коллегой насчет этого, с коллегой на острове еще тогда разговариваю, она мне такая: а ты загугли его, там обязательно выйдет какой-нибудь LinkedIn, Facebook. Мы гуглим, и ничего нету. Она такая: ты загугли адрес. Мы гуглим адрес, а там ресторан по этому адресу. То есть там даже здания такого, ну, нет там жилого помещения. Тебе смешно, мне хотелось плакать.
Я за 3 дня до переезда, у меня все запланировано, у меня «Газель» заказана. Все собрано, все готово, у меня нет жилья. За 3 дня до переезда в Париж у меня нет жилья, мне негде жить. Неудобненько. Неудобненько, страшно, очень страшно. Помогло российское сообщество, русское сообщество. Незадолго как раз до моего, незадолго до этой ситуации у нас у меня появилась новая коллега, и она тоже из России. Я еще помню, удивилась, на острове вторая русская, вот это дело. Не бывает такого. Она причем очень давно здесь живет, она замужем, там за французом, у нее ребенок, все дела. И я, значит, ей рассказываю ситуацию, она такая: мы сейчас что-нибудь придумаем, у меня там есть какие-то знакомства, что-нибудь придумаем. У нее оказалась знакомая какой-то черный риэлтор. Ну как черный, потому что работает по-черному. Да. Все. Не то, что ты подумал. Просто работает по-черному. Просто человек не платит налоги. Просто человек, да, риэлтор, Ничего который такого. не платит налоги, который работает в основном на таких же, как мы, и украинцев. Вот, то есть на славян. За наличность. За наличность. И вот она, в общем, дает мне ее контакт, я пишу там: пожалуйста, может быть, вы что-нибудь найдете. Она такая: так, сейчас мы что-нибудь хотя бы временное тебе найдем. Вот сказать спасибо, она быстро включилась в работу, она там такая: так, у меня там есть вроде бы что-то хотя бы там на первое время, то есть я понимаю, хотя бы на первое время мне нужно какое-то жилье, чтобы потом я уже ходила, искала здесь. И потом у нее как-то всплывает там какая-то студия маленькая в каком-то доме. Она мне сначала одно жилье предложила, оно оказалось занято уже, к сожалению. Потом она мне предлагает другое. Я узнаю, оказывается, что можно не обязательно жить в Париже, а можно жить вот в этих припарижских городах. Да. И это совсем не страшно. И вот она мне предлагает, значит, квартирку там. Я связываюсь с владельцем, отправляю туда досье, он там со мной созванивается, там, чтобы удостовериться, что я нормальная, адекватная. Все, и мы, опять же, подписали там договор, я приехала, получала ключи. Буквально это вот все вот 1-2 дня вот это все вот событие, вот все вот от осознания того, что я попала на мошенников, до получения ключей, это вот буквально 1-2 дня. Все, И так ты попала в Сартрувиль. Так я попала в Сартрувиль, в маленькую квартирку мою, маленькую студию в большом доме. Вот. Прям хэппи-энд. Прям хэппи-энд. Причем его изначально я рассматривала это как временное жилье, но затянулось мое временное жилье на практически год. Вот я практически год там жила, где-то сколько, 10 месяцев почти я там жила. Вот. Мораль сей басни такова. Мораль сей басни такова. Лучше дистанционно квартиры не оформлять. Нет, наверное, просто обращайтесь за помощью просто ко всем, кому можно. К знакомым, к французам, к нефранцузам. Просто пусть все знают, что вы ищете жилье, пусть все знают. Когда вам прилетает какое-то там соглашение, пусть об этом тоже, опять же, знают все, потому что если вы не знаете каких-то уловок мошенников, кто-то другой знает. Пожалуйста, вот опять же, было множество редфлэгов, можно было избежать этой ситуации изначально. Просто вот я, не смогла. Я, конечно, себя за это покорила какое-то время, но потом я смирилась с этим и поняла, вот что от меня вот можно было ждать. Через эту ситуацию, наверное, нужно было пройти. Путь становления. Путь становления, это вот какая-то ступенька. Нужно было потерять эти деньги, чтобы потом больше не рисковать вот так. Сейчас если переезжаю, я переезжаю через агентство. Удивительная история. Да. Хотя агентства тоже хают, но хотя бы какие-то у тебя гарантии есть. Потому что остаться за 3 дня до переезда ни с чем, это страшно. Это страшно. Какой-то. И вот после всех этих перипетий, да, ты переехала в Париж. И пошла работать в Новотель. Как раз вот он находится здесь, правильно? Да, мы как раз находимся около Новотеля, около Ибиса. Они все здесь вместе. 2 самых значимых для меня отеля, потому что один отель является для меня прошлым местом работы, и другой актуальным. В Новотеле
я прошла альтернанс, это был мой первый такой серьезный большой опыт в большом отеле, это действительно большой отель, в нем почти 3 сотни комнат. 3 сотни комнат, представьте. Что в одном, что в другом. То есть на оба отеля практически 600 комнат. Это очень много на самом деле. Ну, есть и больше, но вот здесь, в данном секторе, это такие отели с одним из самых больших количеств номеров. И как твои вообще первые впечатления на работе? Как коллектив? Вообще, я зашла в коллектив с ноги, с желанием показать, кто тут главный. Я вам тут сейчас покажу, научу вас, как жить. Но в целом все проходило хорошо. Коллектив интернациональный, это было интересно. У нас из французов, мне кажется, было человека 2-3 всего на весь коллектив, именно если мы говорим про коллектив ресепшена, а все остальные иностранцы. То есть все равно это было интересно. Сам характер работы очень быстрый режим работы. Работы очень много, поэтому включаться приходилось быстро, что я, в общем-то, и сделала. И мне это удалось, я включилась очень быстро схватила вот эту вот саму манеру, как вообще здесь работают. Что мне, наверное, не понравилось, так это, что в таких отелях очень большая текучка, и я ее увидела с самого начала. Я помню, человек, который был моим наставником, его звали Поль, он ушел через месяц после моего прихода в отель. То есть через месяц его уже больше не было. Все. Но функцию свою он выполнил, он мне, грубо говоря, показал, что да как, а потом уж, пожалуйста, там, разбирайся, мол, сама. Это часто, на самом деле, в таких отелях ты учишься всему самому, потому что просто нету времени тебя включать в работу. Поэтому я считаю, что я еще хорошо вышла из ситуации. У меня еще были хорошие условия для того, чтобы включиться в работу, для того, чтобы влиться вот в эту парижскую жизнь. И все-таки мы помним, что я переехала из деревни, где происходит ровным счетом ничего, где даже Прости, на дорогах... из деревни? Ты говорила, что из Нижнего Новгорода. Остров. Ты про остров, я поняла. Да. То есть вот остров, там жизнь спокойная, как пульс покойника, и когда ты едешь на велосипеде с работы, перед тобой только лошадь или трактор, который перевозит картошку, это все, это вот максимум. Там не происходит ровным счетом ничего. Ты переезжаешь в большой город, столицу, где происходит все, здесь очень много всего, транспорт, шум, люди, все. Работы много, причем при этом нужно еще включаться в учебу. Все, это, конечно, дополнительный стресс. И я вспоминаю этот период, как достаточно стрессовый для себя, но при этом я очень много из него вынесла и выросла довольно быстро. Угу. Ты работала на ресепшн, получается, здесь? Я и продолжаю. Это была единственная твоя функция? Да. Ты не делила это, как в отеле на острове? Нет. То есть если ты работаешь на ресепшене, ты работаешь на ресепшене. Иногда ты можешь заниматься чем-то еще. Допустим, периодически меня отправляли помогать коллеге по бронированию групп. Коллега занимается организацией групп. И вот я помогала ей. И еще индивидуальное бронирование тоже вот я занималась. Кажется, что задача она одна, но в таких отелях, на самом деле, у тебя очень большая работа на один отдел, поэтому это не то же самое, что в маленьких отелях у тебя может быть один заезд и один выезд в день. Здесь это абсолютно другие цифры, абсолютно другой характер работы, поэтому это, здесь вот так вот. И то есть весь год ты продолжала приезжать обратно в Нант, чтобы продолжать свое обучение. Да, в Ля Рош-Сюрьон. Ля Рош-Сюрьон. И там же у тебя была программа по туризму? Или ты сменила Я сменила отель. Сменила программу. Угу. Как она называлась? Новая программа называлась уже «Гостиничное дело», международные... что-то, как это перевести?
как это перевести? Скажи по-французски. Там hôtellerie, tourisme des affaires internationales, то есть получается бизнес, международный бизнес-поездки, вот что-то такое вот. То есть более узконаправленная. И эта программа, она уже такая более профессиональная, на мой взгляд. Мне кажется, она уже прям именно направлена на отели. Было видно, что мы изучаем только отели. Там, конечно, были что-то прям глобально общее, но если мы изучали какую-то сторону HR, то это было в рамках отеля, экология в рамках отеля, все в рамках отеля. И мне это нравилось, потому что это вот конкретизация, которую я хотела. И кем ты можешь работать после этой программы? То есть какие позиции вообще можно занимать в гостиничном бизнесе, когда ты как бы дипломированный специалист? В идеале то, что рисуют и на сайтах, и в отчетах, университетах, мы можем работать и на руководящих должностях, и в маркетинге, и в туристических агентствах, не обязательно, кстати, да, отели. Вот. Любое, грубо говоря, где тебя возьмут. Вот. Потому что все-таки не нужно отменять того, что все люди разные, кто-то интересуется одним, кто-то другим, поэтому нельзя сказать, что вот один человек может везде быть. Я, допустим, не могу вот сейчас пойти работать в туристическое агентство, хотя у меня есть коллеги, которые со мной были на одной и той же программе, но они могут пойти работать в туристическое агентство, потому что они проходили там стажировки, они знают. Вот. Но, да, предполагается, что мы на магистратуре уже у нас уровень повыше, мы должны уже быть, как минимум, младший менеджмент. Вот. Ну, я помню, говорила, что, например, твои коллеги, они без специального образования, например. Потому что в гостиничном бизнесе люди заходят без образования. Очень часто такое. На самом деле, это какая-то, наверное, и отчасти боль, и отчасти, наверное, это и хорошо. В отельный бизнес можно зайти абсолютно любому человеку, кто угодно. Вот ты хочешь работать в отеле, пожалуйста, бьянвеню, как говорится, лишь бы были бы там документы, лишь бы было желание, какое-то желание общаться с гостями, какая-то более-менее стрессоустойчивость, более-менее мозг. Хотя вот вспоминая иногда, какие кадры к нам приходят на работу, иногда думаешь, боже, кто-то же вас выбрал. Прийти можно даже без образования, и вырасти, и работать, и даже иметь успешную карьеру. Но все равно преимущество у тех, кто получил образование в магистратуре? Даже нет преимущества тут никакого. Хотя теоретически говорят, что легче карьеру строить, то есть легче вырасти. По факту это не совсем так. Для меня это тоже было не совсем понятно, но сейчас я стараюсь с этим как-то смириться и успокоиться, что, скидку стоит еще сделать, что я иностранка, я не могу просто так легко менять рабочие места, как вот французы. Не могут, если им здесь не предлагают какую-то должность, они сменят отель, там предложат. Я так не могу. У меня, к сожалению, работать все это гораздо тяжелее. А как вообще человеку из СНГ, скажем так, работать в гостиничном бизнесе? Потому что мы недостаточно улыбаемся для них, например. Мы недостаточно улыбаемся, мы очень, как вот они говорят, каре, мы очень строгие во многих вопросах, и мне часто говорили, что мне не хватает какой-то гибкости. В чем проявляется эта гибкость? В том, что на самом деле в моем понимании, ты сначала работаешь, а потом что хочешь иди, чай пей, в аду гори, что хочешь, то и делай. А они сначала, среднестатистический француз, он приходит на работу, он выпьет сначала свой кофе, он пойдет по всем своим друзьям, коллегам, расскажет, как у него дела, как у него прошли выходные. Если это был отпуск, это затянется. Спросит, как у них прошли выходные. И только потом... А гость в это время, он все стоит, ждет. Гость это все время стоит, ждет. И мне это абсолютно непонятно. В сервисе как? Ты сначала обслужи гостя, засели там, грубо говоря, не знаю, его... Все, а потом, что хочешь, то и делай. Если нет у тебя свободного времени, значит, сегодня его нет. У французов такого нет. У них святое это сначала настроиться на работу,
прочувствовать всех коллег, Это же а замечательно. потом уже работа. И главное, потом такие, ой, ну почему у нас такие комментарии не очень хорошие? Ну так, блин, потому что работать надо, наверное. И ты, когда, конечно, приходишь вот с таким... Я сейчас, наверное, вот, вы, к сожалению, у меня не коллега, но мои коллеги, они поймут. Мы, когда я работала в России, мы очень быстро включались в работу. Ты вот буквально, ты заходишь, у тебя звонит телефон, ты сразу же его берешь. Да, что там происходит, все. Здесь даже телефонные звонки с другими департаментами. Привет! Как у тебя прошли выходные? Ой, а как у твой сынишка? Все. Человек позвонил просто, чтобы уточнить, свободна ли комната. И это занимает столько времени. И, конечно, на этом фоне я выделяюсь, что я там звоню. Так, Арина, ресепшн, быстро мне вот эту комнату, готова она или нет. Конечно, это бросается в глаза, потому что я люблю, чтобы все четко по делу. Потом уже, если хотите, пожалуйста, вот когда у меня свободная минутка, мы можем обсудить и дела там, и не дела, что хотите. Но сначала, естественно, работа. И у меня это просто не складывается. И по-другому я работать не умею, и здесь, конечно, я этому учусь, но, если честно, не очень хочется такому-то сервису учиться. Поэтому я и говорю, что сервис во Франции, особенно в Париже, он умер, и он, не знаю, они даже не пытаются его возродить, они даже не хотят его Ну, то есть он не возрождать. всегда таким был, ты хочешь сказать? А, Я думала, что Я- из-за их менталитета это всегда так. Нет? Я не знаю насчет того, насколько вот он действительно был раньше, но все-таки многие компании, они действительно зародились во Франции. Тот же Club Med, который вот дал начало всем отелям пятизвездочным. Вот в Турции, вот то, что мы видим сейчас в Турции, это все зародилось в Эмиратах, в Турции, вот все, вот в Египте. Все, что там сейчас есть, вот этот сервис, он зародился во Франции. Вот эти компании, они создали здесь вот эту идею, что отели может быть много всего. Отель это ты не просто проживаешь, а ты можешь там, тебе и тут спа, тебе вот тут вот хоп, и ты уже в море у тебя хоп, и детей тебе развлекают, и танцы тут тебе поют, все, у тебя развлекаловка, все у тебя и в одном месте, и поесть, и поспать, все, ты можешь не выходить из отеля, вот тебе все, это сервис. Он отсюда вышел, но он не вошел. А что произошло вообще с отельным бизнесом во время Олимпиады? Ты говорила, что какие-то сильные изменения. Да. На самом деле здесь это больше история про то, какие ожидания были. Ожидания были хорошие. Там, мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, купим тапки. Были такие ожидания. А в итоге что получилось? Были затрачены огромные там ресурсы на какой-то ремонт. Это вообще по всем отелям так. Вот если среднюю температуру по больнице мы смотрим, все отели так или иначе, они тратили деньги на новый персонал, на то, чтобы их обучать, какие-то тренинги, какие-то украшения. У нас в отеле, например, обновляли полностью меню завтраков, какие-то новые приколюхи придумывали, сувенирная продукция, чего только не делали. То есть ожидания были такие, что у нас будет куча людей, у нас будет стоимость там заоблачная номеров. То есть все же были там в курсе, все говорили, что, о боже, даже помню, еще, по-моему, это в феврале было, еще до Олимпийских игр, еще петь и петь, плехать и плехать, а уже все обсуждали, какие цены будут у нас на Олимпийские игры, что мы там в 3 раза повысим ценник, в 4, что мы там будем вот так вот просто. Нам всем сказали, вы отпуска на это время не берете, мы все остаемся здесь, нам нужно всем консолидироваться, все, будет много гостей. По факту, что произошло? Благодаря соцсетям, благодаря сарафанному радио произошел демаркетинг. И люди, которые смотрят соцсети, так скажем, или которые просто слышат, что читают новости, но они же не слепые, они видят, что происходит. Видят, что есть какие-то мелкие забастовки, во-первых. Во-вторых, там, то сям, ой, транспорт не работает, ой, там какую-то ветку закрыли, ой, что-то там не работает. Они видят плюс, что происходит с ценами. С Airbnb что происходило. Там реально все готовились грести деньги, все поднимали цены. Просто студентов там пытались как-то выселить там из общежитий. Освобождайте места.
Что потом еще происходило? Французы сами, парижане, сами все такие: мы сваливаем, нафиг, мы сваливаем просто. Они там свои какие-то в отпуска, в резиденции, еще куда-то, кто куда мог, все уезжали. Люди не слепые, они видят, что происходит. Цены взвинтились, соответственно, тем, кому эта Олимпиада по боку, а таких много, иностранцы, допустим, или, много тех, кто не интересуется Олимпиадой, они просто решили, мы тогда выберем другой период, когда съездить. Нам не принципиально приезжать в этот период. То есть туристы, которые обычно приезжают летом, они просто не приехали. Потом бизнес. Они все перевели их на удаленку. Я помню, то есть у нас, допустим, бизнес-отель. У нас 90% этого товарооборота это бизнес-гости. Которые приезжают как раз на которые, Ля-Дефанс. вот эти все компании, они все отсюда приезжают на командировки как раз. Сан-Гобан, Альянс, все, все они сказали, нас работа переводят на удаленку. Они не приехали. Пожалуйста, комнаты свободны. Туристы где они? А на Олимпийские игры, конкретно Олимпийские игры, очень мало кто приехал. Приехали кто? Нас еще, кстати, спасло что? Все-таки мы сетевой отель, и у нас большой такой коллективный договор с телевизионщиками. У нас жила команда телевизионщиков. Они нам заняли, обеспечили 50% занятости какой-то комнаты, иногда меньше, но это короткий период. Это чисто во время Олимпиады. Они жили постоянно, но это было только маленький процентик, сколько, 30, от 30 до 50, я уже не помню. Все остальные комнаты пустые, туристов не было. И плюс мы еще цены взвинтили. Я помню, у нас было 400 евро в ночь, 400 евро. Вы понимаете, 400 евро, это даже без завтрака. Ну, и это не 5 звезд, я правильно понимаю? Это не 5 звезд. Это и не 4, я вам по секрету скажу. Но справедливости ради, в центре было еще хуже. Не сомневаюсь. В центре было еще хуже. И что удивительно, еще в начале уже стали понимать, что бронирований нету, почему бы не снизить ценник. Но никто не собирался. Нельзя просто так взять и снизить цены. Если у тебя конкуренты выставили такой ценник, ты не можешь просто взять и снизить. Это, даже будет... С точки зрения бренда. Да, это не с бренда, не даже для будущего какого-то выстраивания ценообразования. Это неправильно. То есть просто сделать просто так ниже мы не можем. Вот. Так в общем-то, и произошло. В итоге цифры, которые у нас были, они были неутешительными, были грустными. По всему отельному бизнесу. Да, вообще у всего. Не только у нас, это было вообще в среднем это везде было. Возможно, кто-то в центре спасся, там шикарные какие-нибудь маленькие отельчики, но, с ценниками, которые у них были, не знаю. Но вся Ля Дефанс, она встала. Потому что Ля Дефанс это реально это бизнес, здесь бизнес-отели. Если нет бизнеса, все умирает здесь. Это же не самый главный туристический. Люди не едут сюда, чтобы жить. Я хочу жить с видом там на Эйфелеву башню. Здесь тебе это не гарантировано. У нас есть комната с видом на Эйфелеву башню, но редко кто сюда приедет именно для этого. И ты как раз заканчиваешь в момент свой альтернанс. И что происходит дальше? Они предлагают тебе контракт? Еще в марте, весной у нас шли переговоры, и я понимала, что мне хочется отдохнуть. Я не хочу сейчас быстро лихорадочно искать какой-то другой отель, поэтому я просила, чтобы мне нашли место здесь. И благо, на ресепшене есть всегда места, как думала я. И мой шеф, на тот момент шеф мой, предложил мне место ресепшониста, но там процесс не такой простой. Мы не можем подписать СДИ, пока мы не получим разрешение на работу. Получается, мы в августе еще начали этот процесс получения разрешения на работу, собрали там все документы. У меня еще диплом, причем не было. Все равно подавали как-то. Работодатель подает разрешение,
ты ждешь, сидишь, и потом, когда разрешение получено, можем подписать СДИ. Мы ждали очень долго. И все время, что мы ждали, я работала на каком-то скотском договоре экстра. Поясни, Просто что это абсолютно. такое. Договор экстра — это договор, который, по сути, подписывается. Он тебе каждый день может обновляться на один день. Там. У меня были договоры на 1 неделю. То есть, ну, грубо говоря, они тебя решат, они тебя уволят через неделю, и ничто им не мешает это сделать. Вот. Ничего не гарантирует. Он по деньгам немножечко выгоднее, по-моему, потому что тебе там в него закладывается отпуск, там, отпускные. Но он нестабильный, не такой стабильный, ничего тебе юридически, вот, защиты никакой тебе не дает. Чисто дает вот финансовую подушечку. Вот, то есть все это время, практически 1,5 месяца я работала на этом договоре. С августа мы ждем вот это разрешение от префектуры. В середине где-то октября мы его получаем. Просто в дикой радости я жду, что мы идем подписывать договор. И меня вызывают, мне объявляют, что договор, в общем-то, подписано не будет, потому что пока мы ждали вот это разрешение, пост закрыли. Они сказали, нам много ресепшонистов, нам мало, а кого легче всего уволить? Того, у кого нет договора. Это как раз из-за Олимпиады произошло, да? У нас сократили бюджет, сказали, там все на самом деле сокращали. Сокращали сейчас этот завтрак, который шикарно они разрабатывали, уже обратно вернулся старый, никому не вкусный. Да, все уже вернулось. Сократили работников там вот по максимуму во всех. То есть я помню, у нас не только нас ресепшенский отдел, там и другие отделы решили. Объединили что-то вот в отель с Ибисом, чтобы как-то порентабельнее было. Со мной, в общем-то, произошла вот такая ситуация. Она даже не сколько даже про меня, сколько вот такой ситуации мог оказаться любой. Было обидно, конечно. И вот, в общем-то, чтобы совсем я на улице не отказалась, они мне предлагают место в соседнем отеле, вот он рядышком, дирекция одна, там вот есть место. И как бы что делать? Не бежать же сейчас лихорадочно искать другой отель, а мы напомним, что это трудно. И у тебя СДИ еще как бы ждет, да? Да, меня, то есть, ждет. Я не могу пойти в префектуру, сказать, вот у меня разрешение, но нет СДИ. То есть мне нужно что-то подтверждающее. Мне в любом случае нужен СДИ. То есть я иду, я и подписываю в итоге этот СДИ в Ибисе. Хотя для карьеры, для моей, это даже идет на понижение. Я работала в 4, теперь я работаю в 3. Звезды. 4 звезды и 3 звезды. Да. Обидно было обидно. Да. Хотя сейчас, я думаю, наверное, так и должно было быть, потому что работать поспокойнее, и тот ритм, который был, последние месяцы особенно, он был абсолютно дикий. У нас не хватало персонала, очень много было работы, потому что, представьте, бизнесы, которые все летом не работали, они все вернулись, а у нас сократили всех работников. Вы смеетесь, что ли? Это что такое? Арин, как для тебя изменилась концепция дома, будучи в эмиграции? Теперь дом — это вот я. Там, Думаю, где это ты? у каждого мигранта есть такое состояние, когда ты остаешься вот один, и принято за дом считать семью, и вот место, где есть семья. Здесь, если ты будешь такую концепцию поддерживать, у тебя дома не будет просто никогда. Поэтому ты пытаешься выстраивать жилище таким образом, чтобы тебе было в нем комфортно, тебе было в нем комфортно возвращаться. И большую часть времени, конечно, ты проводишь в нем один, смотря кто как живет. Вот. Поэтому теперь дом — это вот где я, там и дом. То есть, если у тебя в этом смысле нет какой-то привязки к конкретному месту? Наверное, она была В какой первые момент? полгода. То есть все-таки еще была какая-то притирка, какая-то стадия, наверное, отрицания. Ты еще не до конца осознаешь, что ты там переехал. Плюс, когда ты еще учишься, наверное, когда ты просто учишься, ты думаешь, я просто учусь, я вот вернусь. Вот. Туда, домой. Но
поскольку я здесь уже работаю, я понимаю, что вот пока что я возвращаться не планирую. Я не хочу сказать, что вот все у нас в России все так ужасно. Нет, я вообще не из тех людей, которые, боже, я никогда там не вернусь. Я вот уехала, и все с концами, в России все плохо, у нас там нет того, нет сего. Да, у нас там есть минусы, но мне, в общем-то, было хорошо и спокойно в своей стране. Спокойно, ладно, на каком-то уровне. Мне было нормально в своей стране. И карьеру я, в общем-то, могла тоже строить и в своей стране. Я там и пыталась это делать. Вот. Просто так получилось, вот, что я попробовала и выстрелила, я переехала сюда. И пока возвращаться не хочется. Но вот если ты не планируешь возвращаться, то какие у тебя планы есть такие долгосрочные во Франции? Вопрос немного личный, отвечать на него откровенно я не буду. Ну, давай Скажу так, что вот, переначе. работа, да. Ну, вот Натурализация. хочется. Натурализацию хочется, как галочку вот какую-то поставить. Вот хочется гражданства, хочется какого-то карьерного роста, такого прям стабильного, чтобы невозможно было его потерять из-за гражданства, там, в том числе из-за гражданства российского. Стабильную ситуацию по документам, стабильную ситуацию по работе. Вот чего хочется. Мгм. Но ты Францию сейчас воспринимаешь как, ну, относительно конечную точку или, может, еще в какую-то европейскую страну думаешь? Вот это, кстати, вопрос интересный. Я раньше об этом никогда не думала, но вот в последние месяцы я задумываюсь, что, возможно, Франция не станет моей конечной точкой. Возможно, мне захочется еще куда-то. Пока что мне вот здесь комфортно, и я, наверное, из стран, которые могли бы быть мне также комфортны по языку, это, наверное, только Бельгия или Швейцария. Ну, потому что французский язык. Потому что французский язык. Пока другие не рассматриваю. Далекий, может, Канада, там тоже на французском. Канада, да, возможно. Но это, наверное, совсем далеко для меня. Вообще я смотрела Канаду когда-то давно, рассматривала. Не то, что прямо рассматривала, так чисто так смотрела, что там такое происходит. Я видела, что многие французы туда переезжают, в Канаду. Им туда по каким-то причинам, там, по карьерным проще. Возможно. Я не ставлю себе прям каких-то границ, что вот все во Францию, и здесь, и умереть здесь. Нет, я такого не ставлю. Тем более жизнь, как практика показывает, она действительно вообще непредсказуема. У тебя одним днем может что-то поменяться. Поэтому кто знает, куда приведет вообще. Вот. Вот. Как ты поддерживаешь связь с Россией, с друзьями, с семьей? Вот хотя бы наездами туда возвращаешься? Ну, соцсети помогают все-таки, благодаря тому, что мы живем век технологий, все это довольно доступно. С друзьями тоже мы там созваниваемся. Я помню, кстати, раньше мы созванивались часто, сейчас созваниваемся реже, все равно там взрослая жизнь дает о себе знать, у всех там свои заботы, работы, у кого там дети, у кого есть семья, все равно ты, друзья, это не первостепенная, вот так скажем, твоя задача, хотя и большая потребность. Я без друзей вообще очень тяжело вот жить. Семья то же самое, ну, я вообще изначально не очень близка со своей семьей, у нас нет такого, что мы прям каждые выходные проводили вместе. Там, у меня плюс отец сам путешественник изначально, он моряк дальнего плавания. Буквально путешествие, то есть Он по моряк, профессии, да? Он моряк дальнего плавания был до ковида. И я с детства как-то привыкла, что, даже, что семья не обязательно вот она должна видеться вот каждый день. Вот, то есть нет у меня вот такого понятия, что иногда бывает дикостью там для моих друзей, когда я им там рассказываю, они вот, допустим, не представляют, каково это вот один день прожить, не позвонить маме, да ты что? А у меня, я там могу совершенно спокойно позвонить, не звонить вообще, у меня это не будет чем-то диким. Я не привыкла к тому, что я созваниваюсь с родителями. Я поддерживаю в основном контакт с сестрой старшей, потому что так получилось, в жизни так получилось, что я с ней большую свою часть жизни жила вместе. Вот. А так, мы как иногда переписываемся каким-то сообщением, просто обмениваемся. Знаем, что все хорошо и хорошо. Какая манера поведения у тебя с момента переезда сохранилась, а какая, наоборот, исчезла?
Во-первых, я думаю, что вообще тот факт, что я переехала и выжила в другой стране, это все-таки достоинство русского характера. Как ни крути, я поддерживаю идею, что вот ты родился, мы родились в одной из самых сложных стран, наверное. Я не говорю, что у нас там войны каждый день происходят, там Афганистан чистый, но по менталитету мы очень сложные. И у нас очень сложный характер и очень адаптативный. Особенно вот женский характер, мы очень адаптативные. Мы можем выжить практически в любой стране, в любой среде. Просто ты нам палку дай, мы ее воткнем, из нее вырастет дерево. Это вот про нас. Не уверена, что так могут европейцы все. Не знаю, не уверена. Мне хочется, наверное, даже верить, хочется поддерживать идею в то, что у нас вот этот вот дух, он посильнее будет. Но с этим приходят и проблемы тоже. То есть в психологии, когда человек много травмированный, это не значит, что ему будет от этого легче жить. Что вот его травмировали всю жизнь, и он потом такой выходит, ну все, я теперь все виды травм знаю. Нет. Это означает, что он и в спокойной среде будет вести себя как травмированный. Ну вот, и, грубо говоря, здесь тоже получается, что мы приезжаем все такие затюканные. Вот пример даже, наверное, больше учебный какой-то простой пример. Вот у нас университет такой старой закалки, и у нас принято гнобить учеников, там, студентов ругать. В России? В России принято вот, что всегда им там показывать, что да вы там никому не нужны. У нас всегда было такое. Вы там никому не нужны, вы там ничего не умеете. У нас вот просто такая вот манера. Такая манера обучения. Ты когда сюда приезжаешь, тебе дико от того, что тебя тут могут похвалить за буквально, не знаю, там, ты слово правильно написал, молодец! Ты правильно написал, ты написал вообще, уже молодец, ты сделаешь какую-то домашку, молодец. И ты, конечно, думаешь, да что такого, да что с вами не так, я так никогда с вами ничему не выучусь. Так вот, надо учиться вот этому, учиться вот себя хвалить, учиться себя любить, учиться жить вот в этой комфортной, спокойной среде, не бежать вот это вот куда-то, как мы все время пытаемся, как я все время пытаюсь, вот бежать быстрее, жить жизнь мы успеем, не надо ее бежать, вот, стараться ее ускорить. Хотя мы постоянно это делаем. Я, конечно, сейчас вот это красиво все говорю, но понятно, что я вернусь вот в свой угол и опять буду пытаться ее форсировать. А возможно и не стоит. Если не из учебы, вот по работе, если какой-то пример, то, наверное, ну вот этот work-life balance, опять же, что мы, россияне, такие очень работоспособные, очень такие все, вот нам надо работать, вот ушли в свою работу, ничего не видим, кроме этого. А возможно, нужно, что немножечко руляши. Ну, да. На этом, я думаю, мы можем завершить наш прекрасный выпуск. Хочу тебе сказать большое спасибо, что приняла участие. Спасибо вам, что сняли. Всю работу там выполняете вы. Я в роли говорящей головы. Самое важное. Самое важное.